Как встреча политика с папой превратилась в мем про прикосновение смерти? И почему уменьшение роста игрового персонажа вызвало скандал среди геймеров? Лапвинг из VR-чат. Виртуальная вайфу, покорившая интернет. Как интернет умудряется влюбляться в пиксели? Ответ прост. Лапвинг. На этой неделе весь X, бывший Twitter, заполонили арты, мемы и обсуждения виртуальной вайфу из VR-чат. Если вдруг вы не знакомы с VR-чат, это виртуальный мир, где вы можете быть кем угодно. Реально кем угодно. Аниме-девочка – легко. Гусенок с милыми глазками – пожалуйста. Робот-инопланетянин или ходящий тост – без проблем. Именно в таких фантазийных мирах и живет Лапвинг, аватар, доступный с 2023 года. Но почему вдруг всплеск популярности? Все благодаря новому софту для отслеживания лиц. Теперь эмоции Лапвинг выглядят так реалистично, что многие не выдержали и начали появляться клипы, где персонаж мило улыбается, грустит или строит забавные рожицы. Эти видео моментально стали вирусными. Дальше больше. Интернет обожает превращать любое явление в мем, особенно когда дело касается вайфу-культуры. Лапвинг начали называть Гослингом. Это отсылка к Райану Гослингу и его легендарной фразы «Ты выглядишь одиноким» из фильма «Бегущий по лезвию 2049. В шутку пользователи мечтают, чтобы Лапвинг была настоящей девушкой, а не набором полигонов. Некоторые мемы показывают диалоги в стиле «Ты выглядишь одиноким», «Я знаю, ты просто 3D-модель, но почему мне все равно грустно?» Все это ирония над виртуальной привязанностью и тем, как технологии стали частью нашей эмоциональной жизни. А как вы думаете, это просто безобидное развлечение или уже перебор? Напишите в комментариях, кем бы вы стали в VR-чат и какую эмоцию хотели бы видеть на своем аватаре. Oblivion Remastered. Культ уродливых персонажей возвращается. Геймеры дождались. Ремастер легендарный RPG The Elder Scrolls IV Oblivion. наконец-то вышел, но обсуждает его не за графику или геймплей, а за то, что редактор персонажей остался таким же кривым, как и в 2006 году. Oblivion всегда был источником мемов благодаря своему редактору героев. Игроки могли накрутить ползунки так, что получались настоящие монстры. Огромные щеки, носы, губы, сосиски и странные глаза. И вот ремастер подарил вторую жизнь этому безумию. Соцсети взорвались скриншотами персонажей, которые больше похожи на гротескных существ, чем на героев фэнтези. Популярный мем звучит так. Я в 3 часа ночи, создавая персонажа, зная, что буду смотреть на это лицо 100 часов. Игроки с радостью вспоминают времена, когда кривой редактор был не багом, а фишкой. Вместо реализма чистое творчество и самоирония. Oblivion Remastered напомнил всем, что не обязательно гнаться за идеалом. Иногда гораздо веселее играть за персонажа, от которого тебе самому смешно. А вы когда-нибудь специально делали монстров в редакторах? Или всегда старались создать красивого героя? Пишите в комментариях, какие самые безумные образы у вас получались в играх. Мелодии Height Head Nerve. Когда пару сантиметров решает все. Как разозлить игроков, не меняя ничего важного, просто понервьте рост их любимого персонажа. Brawl Stars разработчики уменьшили модель мелодии, чтобы привести ее в соответствие с другими персонажами. Казалось бы, чисто визуальная правка. На геймплей она не влияет вообще. Но фанаты вайфу персонажа восприняли это как личное оскорбление. Интернет моментально заполонили мемы с подписью Night Nerve. Игроки шутили, что теперь мелодии унизили буквально. А самые креативные начали постить в других геймерских сообществах фейковые понерфленные версии персонажей из других игр. Этот случай идеальный пример того, как даже малейшее изменение может превратиться в мемный бунт.
особенно если дело касается внешности любимых героев. А как бы вы отреагировали, если бы вашего персонажа внезапно сделали ниже? Это повод для шуток или настоящая трагедия? Пишите в комментариях, какие странные обновления игр вас веселили или бесили больше всего. Реинкарнации детей Триши Пейтас. Как королева интернет-кринжа стала частью мифологии. Если вы впервые слышите имя Триша Пейтас, сейчас все объясню, и вы поймете, почему именно она стала героиней одного из самых абсурдных мемов интернета. Триша Пейтас – это американская блогерша, певица, подкастер и настоящая звезда интернет-кринжа. С начала 2000-х она прославилась не только своими влогами, музыкой и мукбангами, но и постоянными скандалами. Триша участвовала в реалити-шоу, снималась в клипах Эминема и Эми Уайнхаус. Вела подкасты с блогерами вроде Итана Клайна и регулярно попадала в заголовки новостей благодаря эпатажу. Ее обвиняли в провокациях ради хайпа, странных заявлениях и конфликтах с фанатами субкультур и ЛГБТ-сообщества. Она даже появлялась в шоу «Моя странная зависимость», как человек, помешанный на загаре. Короче, Триша – это инфлюенсер, которого интернет одновременно высмеивает и обожает. Теперь к самому мему. В 2022 году Триша была беременна, и в это же время умерла королева Елизавета II. Интернет сложил 2 и 2 и пошутил, что душа королевы переселилась в будущего ребенка Триши. С тех пор каждый раз, когда Триша снова ждет ребенка, а кто-то великий умирает, мем оживает. В 2024 это был король Час, когда были новости, что он серьезно заболел. Ну и предполагали, что, может быть, умрет. А в 2025 году это стал Папа Франциск. Соцсети наполняются картинками с младенцами в коронах и подписями. Триша Пейтас снова открыла портал для VIP-душ. Или великие не умирают, они перерождаются у Триши. Это ироничная сатира на инфлюенсер-культуру и любовь интернета искать нелепые совпадения. А как думаете вы, кто следующий реинкарнируется? Пишите свои теории в комментариях, фантазия здесь только приветствуется. Джей Ди Венс убил папу. Мемы о прикосновении смерти. Теперь немного черного юмора и политики. На днях умер папа Франциск, и интернет, как это часто бывает, превратил трагедию в волну мемов. Виновником назначили Джей Ди Венса, вице-президента США. Почему? Да просто потому, что он встречался с папой за день до его смерти. Так совпало, что это стало идеальным поводом для шуток про смертельное прикосновение Венса. Кто-то дорисовал ему демоническое лицо, кто-то предположил, что Венс – антихрист. А одна из популярных версий, что папа умер от кринжа после общения с политиком. Кринж – это чувство неловкости или стыда за кого-то. В мемах это часто используется, чтобы высмеять неуклюжие или странные ситуации. Этот кейс – пример типичного мемного расследования. Люди берут совпадение и раздувают его до абсурда ради шутки. Вот так интернет снова доказал, что для мема нет ничего святого. Ни политики, ни виртуальной любви, ни королей с папами. Какая из этих историй вас удивила больше всего? Пишите в комментариях, какой мем недели вы считаете самым смешным, странным или кринжовым. А может, я что-то пропустила? Делитесь своими находками. Если теперь вы лучше понимаете, чем живет безумный мир мемов, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. Здесь мы каждую неделю разбираем то, что другие боятся даже гуглить. Это был канал Unchibi Home.
Место, где кринж превращается в искусство, а мемы в обязательный культурный код. До встречи в следующем обзоре. И помните, мемы приходят и уходят, а знание о них остается с вами навсегда. Да пребудут с вами мемы.